Приветствую всех, кто есть сейчас на стриме, тех, кто в записи когда-то будет его смотреть. Продолжаем снова Сталкер. Сразу второй стрим. Сразу после первого, сразу второй. Может быть, сразу и третий потом будет. Думаю, мы где-то за 3 стрима и управимся в целом с DLC. Хотя посмотрим, сколько сегодня вообще пройдем. И будет ли сегодня все окей. С игрой, со стримом. И вообще. Так, секундочку. Все пошло, все работает. Все окей, загружаемся. С того же момента, где на прошлом стриме там остановились, где у нас начались лаги. Надеюсь, сегодня все продолжится нормально. И целый стрим сегодня все будет окей, как и на прошлом. Повезло, что на прошлом целый стрим все было нормально. Прям под конец только что-то там опять началось. Смотрим, что сегодня будет. Так, вот тут мы закончили. Оленя мы там встретили. И все на этом. Давайте в этот раз его не трогать, хотел я сказать, но походу не получится его не трогать. И еще собаки. Откуда взялись? И еще кабан, ну конечно. Опа. Ну да, ну да. Ну да, 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 ну да. Перезарядка, все на кучу. Валите. Мало мне оленя, так еще и всякая дребедень тут. Тушканы, кабаны, собаки, олени. Вот это тут флора и фауна. Откуда вы беретесь? Не надо мне таранить. Блин. Спамите, что ли, из воздуха? Еще бежит. О, минус олень. Мне кажется, нереально из воздуха просто спамится. Все? Наконец-то. Рог рогача. О как. Дождик. Так, сохранится обязательно. После такого боя. С кучей дребедений.
Здравствуйте, Люхаха. Здравствуйте. Так, как бы мне отсюда спуститься? Ага. Под ноги надо смотреть просто и все. Я вас не вижу даже. А где? О. Бандосики. Вільний, поділись аптекою, а? Будь ласка. Юрка Шнырь. Так, ми підлікуємо. И Вова Лепила. Що з вами? Виснесли. Оу. Вы там в курсе, что у вас за спиной какая-то фигня пролетела? Ви вирішили в сталкери податись? Відколи це бандити по аномаліях бігають? Жити захочеш, ще й не так поскочиш. Що ви забули на руїнах Індічазу? Та до наймів на шабашку вписались. Вони сказали, що в Індічазі багато безхозної техніки валяється. Ну, можна загнати за грубий кеш. Ну, тут ми повелися, поняв? А вони нас, як під досадних шкалів взяли, щоб п'ятять по прохід всередину. Його одразу аномалією їбало. Я назад, а мені спало в спину таке. Довелося шукати. То ви знайшли прохід усередину? Та найми походу знайшли. А я на половині шляху ледь не потонув. Добре, що в розхід не пустили, а так кинули. Бо один грозився. Відбитий, блядь. А йому просто цей головний не дав. Сказав, типу, ну нахер кулі переводить. Пронесло, коротше. Ви раніше цю групу найманців бачили? Працювали з ними? Ну, працювати не випадало, але на Султанську вони точно не вперше. Хоча взагалі найми у нас рідкісна публіка. Вони подільники в основному ж на териконі шукають. Навіщо найманцям Індічас? Що вони шукають? Цей, блядь, головний, от, казав, що їм потрібен. Представляють їх. На що я не питав. А саме, мужик не говірки. Вони ще якого-то діда з собою притягли, але в аномалію його не заганяли. Ну так, при собі тримали, хоч і на прицілі. Ну, видно, корисний. І дядюню, це все, що ми знаємо. Жени аптечки вільний, болячиш. Тримайте свої аптечки і валіть звідси. Базару нулі. Вважай, що нас тут нема. Тільки ти цей, вільний. Якщо хочеш прийти в Індічас, тримайся в високих місць і чекай, поки вода спаде. Бо втопитися тут, то розплюнути. Окей. Ага. Вот этих высоких мест понял. Ну, о, нормально. Хотел сказать, не допрыгну. Спокойствие. А плавать мы не умеем, да?
Не. Все. Застряли. Понял. Тут никак. Тут никак. Я вообще туда пошел. По идее, туда. Но тут вода спадает, а там, походу, нет. Не, сюда тоже нет. Ну, по идее, сюда. Прям такой путь. Тоннельчик такой. Тут тоже ничего. Ну, тут как будто тоже вода должна спадать, но нет. Понял. Ну, эксперимент. Тогда куда? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Ну, офигенное место сохранения, конечно. Я, конечно, вам скажу. Только загрузились и сразу смерть. Замечательно. О! В этот раз там поднялась вода или чё? Надо было подождать, что ли, просто? Или, может, баг был? Не знаю. Ё-моё, блин.
Ну, конечно, теперь еще и в таком виде померли. У нас прям коллекции. Помереть во всяких разных способах.
Тоха, ну що там? Від Янчика ніч не чути. Бляха, не мав маякнути, що там з другим ліфтом, і все ніяк. Тоха, благаю, блядь, не пизди під руку. Ви вже в архіві. Ага. Ну так і набери його сам. Якщо він з центрофуги не навернувся, поки важелі смикав. Має відповісти. А в самого справи як? Електрика скоро буде? Буде, Тоха, буде. Тільки не прямо уже. А? Что это было? Оу, спасибо за фоллоу. А ты здесь, товарищ, который зафолловился? Прием, прием.
по розвалинам. Блядь, Ну що ти там копаєшся, мор? поки всі дроти підключаєш, здохнути можна. Зараз світло є. Та нема ніхуя! Заважайте! Менше звуку! Чуєш, камеру свою привалив? Та ти ж, сука, сам постійно шукаєш. Ти ж наче не глухий, а зовсім навпаки. Чуєш? Ти впевнений, що разом зі слухом тобі мозок не пошкодив, а? Моя хвороба. В могилі хвороб не буде. Шариш? Немає сенсу мені погрожувати. Після того, як ви вбили тих волівців в залізному лісі, я чудово розумію, що ви за люди. Воля, останній союзник найманців в зоні. У нас немає союзників. Лише тимчасові наймачі. Не відволікайся, вчений. Просив же мене так не називати. Я давно цим не займаюсь. А ниєш, як типовий халат. Може тобі кулю в коліно всадити? Ну так, для прискорення. Гадаєш, це допоможе? А зараз перевір. Карма! Спрацювало ж. Нічого не спрацювало. Вам би радіти, що я вже стільки для вас знайшов. Точки входу до пузиря, дешифратор для електронного архіву. Я одразу попереджав. На пошук всіх даних знадобиться тиждень не менше. Знову ти за своє. Досить! Флешку. Ви ж бачите, я дійсно роблю все, що в моїх силах. Ви розумна людина. Ти знайдеш спосіб працювати швидше. У нас немає тижня на пошуки. Або про це потурбується карма. Слухаюсь, командире. Є! Шеф, заживив! Сюрприз. Все! На вихід! Всі на вихід, темпі! А ти за мною! Або руку зламай! Я йду! Книся! Дивино! Вижив! Братани, прикрийте! Не чкують! Заникаю!
Як живий? Я тут. Підійди поговоримо. Залізному стало якось людно, командире. Спалахи привертають увагу. Якщо так і далі піде, сюди підтягнуться наші старі знайомі. Це проблема. Знаєш, є у мене ідея, як перемикнути всіх шукачів на дещо новеньке. І видовищне. А як же? Хе. Дозволиш діяти? Дозволяю. Ви перевезли все потрібне? Угу. Усе як з вами домовлялися. Звезли до цеху, поставили охорону. Там не місце, а мрія шаленого вченого. Зможеш проводити свої експерименти в тиші та спокої, не ховаючи деталі по схронах. Сподіваюся, транспортування було акуратним. Я попереджав, ця спецтехнологія крихке обладнання. Лукаше, ображаєш? Ми професіонали. До речі, а що там по... Купони переведу, як тільки переконаюся, що все працює. Дякую. Не знаю, хто ти і чому тут. Але ти врятував мені життя, а в мене навіть купонів немає, щоб з тобою розрахуватися. Як ти у найманців опинився? Не з власної волі. Вони взяли мене в заручники, бо думали, що я й досі наукою займаюся. Але це було давно. Давним-давно. Тобі аптечка потрібна? Ні, дякую. Я не поранений. А від того, на що я хворію, вона не допоможе. У мене підвищена чутливість до гучних звуків. Інколи достатньо одного пострілу, щоб викликати головний біль, від якого жодні ліки не допомагають. Лікує тільки час і тиша. Що ви тут робили? І що шукали найманці? Норда цікавили обставини смерті Таченко, засновника Долгу, і просторові аномалії. В одній з них пузирі знаходиться спецтехнологія, яку він шукає. Він узяв мене із собою до архіву, щоб я допоміг йому шукати інформацію. Я намагався саботувати пошуки, але методи карми були переконливими. Яке діло найманцям до засновника Долгу та його смерті? О, смерть Таченко напряму пов'язана з просторовими аномаліями. Він і його люди зникли безвісти під час своєї останньої вилазки.
А потім, добряче згодом, їх мертві тіла випали з пузиря. Вони якимсь чином попали туди за життя. Але як? За яких обставин? Невідомо. Яку спецтехнологію шукає Норд? Я не знаю точно. Знаю лише, що генерал Таченко вирушив на її пошук, перш ніж зникнути з усіх радарів. Чому Норд вибрав для цього завдання саме тебе? Є здогадки. У зоні вчених вистачає. Я теж питав його про це. Щоправда, без успіху. Чому саме я, чому не хтось інший, адже неодмінно знайшлися б вчені, які б добровільно працювали з найманцями. Спочатку мені здавалося, що це якось пов'язано з моєю роботою в чистому небі. Але підозрюю, що справа в іншому. Моєю науковою спеціалізацією була аномальна енергія. Норд був твердо переконаний, що я розберуся із спецтехнологією, яка йому потрібна, а отже, її функція якось пов'язана з моїм профілем. Ти не знаєш, куди пішли найманці? Боюся, що знаю. Вони отримали всі потрібні їм дані з архіву. А отже, вони гарантовано на шляху до пузиря і планують туди ввійти. Щоправда, де вони шукатимуть цей вхід, уявлення не маю. Якщо вирішиш іти за їхньою групою, будь обережний. З того, що я зрозумів, Норд все це робить не просто так. Він хоче помститися тим, хто перейшов найманцям дорогу, і він не зупиниться ні перед чим. До чорного списку такої людини краще не потрапляти. Проте нам двом уже пізно про це думати. Треба хоч трохи прийти до тями і зрозуміти, чи є місце в зоні, де люди Норда мене не дістануть. Скіфе, ти тут? Відгукнися. Да. Судячи з архіву, фінансували Індічас непогано. Я вже думав, що сьогодні мій останній день у зоні. Фух, Скіфе, рада бачити тебе живим. Зустріч на Султанську, ясне діло, пішла чорт зна як. Найманці з ходу відкрили вогонь, ми ледь відбилися. Один з них вислизнув і Золус пішов його ловити. Сказав, що набере, коли з'ясує щось. Але по звичайних хвилях зв'язку в Індічас не пробитися. Тож я вирішила йти сюди, попередити тебе і допомогти, якщо що. Але ти, бачу, вже і сам упорався. Найманці взяли заручника, Суслова, щоб він допоміг їм знайти інформацію про вхід до пузиря і дістати звідти якусь спецтехнологію. Він колишній вчений. Добре, що ти йому допоміг. Буде свідком, коли ми підемо з доказами до Миклухи і Вороніна. До речі, щодо доказів. Вдалося щось дізнатися? Поглянь на це. Тобі буде цікаво. Стоп! Нічого не розумію.
Тобто Лукаш співпрацював з найманцями, які вбили наших у Залізному? Але чому? З якою технологією він працював? Я знаю лише те, що зараз вона не в найманців, бо вони полюють за нею. Готові заради неї навіть в просторову аномалію залізти. Виходить, Лукаша вбили через неї. Ми маємо дізнатися, для чого це та як воно працює. Найманець згадував схрони. Лукаш колись ділився зі мною кількома точками. Треба їх перевірити. Давай я поки попіклуюся про нашого нового знайомого і відведу його до безпечного місця. Йому це явно не завадить. А потім мені потрібна буде твоя допомога з перевіркою схронів. Коорди скину пізніше. Деньги. Привет, Леха. Как дела? Как дела? Дела просто великолепно. Ух ты. Сори, у меня дела есть, не могу смотреть. Не могу пожелать всем удачи и все. Ну, и на этом спасибо. Тебе тоже тогда. Удачи и всего хорошего. Опять перегруз. Ой. Не то. Вау. Вот это уже что-то крутое. Без прицела, конечно, пока что. Командире, вільний вижив. Виправ все. О-оу. Свідків залишитися не повинно. Висуваюся на позицію! Прикривай! Где вы? Ой, перегруз, блин.
Хочется эту штуку забрать, но... Ну, конечно. Ой, идите в баню. Ёмники долбаные. Командире, вільний вижив. Вибрав все. Свідків залишитися не повинно. Понятно, сюда походу не надо вообще. Я думал, просто съехал в прошлый раз хреново, но, видать, не сюда. Ладно. Так, кажись, понял, куда. И ты тварь. Сейчас я вам устрою. Куда мне, ё-моё? Вниз, вверх. Нет, не хочет. Что за игра? Новый Fallout? Новый Stalker. Ну как новый? Сама игра уже 1,5 года как есть, а DLC, в смысле, новые для игры. О, нашел, куда идти наконец-то. Так, это тут и убить может.
Вот это вертуха. А сохраниться нельзя. Ну, естественно. Нет, присесть тут не вариант. Вертухи, вертухи. Привет, кстати, Димоныч. Мой тезка, получается, очередной. Ой, аж отсюда. Все закрыто в этот раз. О, странно. Нет, нет, нет. Так, надо тайминг. Тайминг. Ага. Вперед. Ну, сохраниться нельзя, естественно. Чтобы тут 100 000 попыток делать. Так, не торопимся. Не торопимся. Спокойствие. Ну, кто там опять? Я знаю, ты десь поряд.
Ой-ой-ой-ой-ой. Чё опять началось? Ну-ка, перестань. Хватит. Игра. Висуваюся на позицію. Так, сейчас перезайти, значит, надо. Нормально же общались, ну. О. Так бы сразу. Усім бути на поготові. І почати пошук. Ну, началось. Ну ты беспалевный. Ловите. Ты чё такой живой? Я тебе в лицо прям лупашу. Ух ты. Куда побежал? Огонь на ураження! Вот и все. Наконец-то свежий воздух. Покинуть не час. С удовольствием. Прийом. Я наздогнав уцілілого найма, але він виявився не з говірких. Ти щось дізнався? Найманці шукають вхід у просторову аномалію Пузир. Там лежить потрібна їм технологія. І все це якось пов'язане з обставинами смерті Таченко. Що? Першого генерала Долгу? Я знаю, куди йде Норд. Нам потрібно до меморіалу Таченка. Ми встановили його там, де тіло генерала випало з пузиря. А де вихід з аномалії, там і вхід. Хай яку технологію шукають найманці, ми маємо їх зупинити. Зустрінемося там. І, Скіфе, поки в тебе є шанс, підготуйся. Завдання буде серйозне.
Сподіваюся, ти отримав координати. Це ЗНЗ Круг. Забирай зі схрону все, що здаватиметься важливим. На нас з хлопцями пара інших точок. І нащо Лукашу стільки схронів по всій зоні? Перестраховувався. Хотів ускладнити життя допитливим, які захочуть підібратись до його напрацювань. Стоп. Случайно не тут? Да. Случайно тут. Так. Но тут, по-моему, ночью надо приходить. К этим огонькам, чтобы тот самый классный артефакт получить. Угу. Ну, хотелось бы. Кровосиси. Ну чё сразу на меня? Сразу два? Ничего себе. Или 3 даже. Или 4 даже. А, это еще снор. Снорки. Что-то вас дофига. Перезарядка. Ой, капец вас много. Все, тишина. Время лутаться. Тихо. Щупальце кровососа. Тихо, я сказал.
Чё ты ко мне пристал? Аномалии еще не хватает. Собака. Еще перевес. Еще тайник где-то, ё-моё. Раз уж по пути. Надо бы забрать, что я зря тут всех расстрелял. Так, всякую фигню не беру. Так, перевес. Ой, ё-моё. Да, вот так. Оу. Еще вас не хватало. Ти ус... Де? Так. Лам всякий. Это не хочет покупать всякие вот эти штуки из чудовищ почему-то. Пам'ят.
Вот этих патронов уже что-то мало, прям мало. Да и картечи тоже. В запасе уже нет. Я тут не тільки щось. Давай, не затримуйся. Угу, угу. Так. А хотя пусть будут на крайний случай. Так, все. В принципе, это продам. Это все пусть будет. Я тут ось Мгм. Заходь. Так, а ты покупаешь всю эту фигню? Покупает. Все. Давай. Теперь проводник. Где? Ты? Да, мне надо. Вот сюда. А, мне в 2 места надо. Так, одно сюда. И все. Ладно. Это мне откуда будет ближайший отсюда? Химзавод? Наверное. Ближайший проводник. У картах так. Хуй. Ну? Усьо. Заявки на нову форму, предмети екіпірування та зброю ви можете залишити в техніка. Упродовж 3 днів вони будуть опрацьовані та задоволені в повному обсязі. Потенційна небезпека.
укриття. Повторюю. Ну, зашибись. Усім перейти в Очень укриття. вовремя. Повезло еще, что тут рядом. О, здрасте, господа. Привет, Азель, тебе тоже. Ты вот на прошлом стриме, кстати, насчет выброса спрашивал, вот он наступил. Прямо сейчас происходит там на дворе. Мне свет тут недавно только включили. О, да будет свет. Хоть не в конце туннеля, но да будет свет все равно. Увага всім! На поверхні викид. Будьте вкрай обережні. Детектор, зараза, барахлить. У тебе зайвого не завалялося, ага? Я куплю. Нет. Зайвого немає. Ну, нічого. Може тоді посидимо, потеревенимо. Якщо хочеш щось про місцевість дізнатися, питай. Я багато чого знаю. А мне в конце туннеля пока и не надо. Вот и правильно. Щасти! Оно тебе не надо. Никому не надо. Что ты делаешь? Танцы-шманцы с дробовиком? Прикольно. Прикольно ты умеешь. Шо там, как там? Расскажи байку. На улице все красное прям. На Gamescom вчера сидел, ну ты догадываешься, полагаю. На фоне смотрел, пока интерфейс в игре делал свои. Я потом тоже уже посмотрел. Когда он уже закончился, в записи. Ну, посмотрел. Что такое? Все красное, все такое страшное после выброса. Ага, нам действительно в два разных места. Раз уж я уже здесь, то здесь, значит, сначала. Я так и не понял, ремастер будет только на DLC в Ведьмаке или вообще на всю игру? Вообще на всю игру. 29 сентября выходит. Значит, тогда мы вернемся в DLC как раз, чтобы заценить и ремастер, и все. Основную игру я перепроходить еще раз не буду из-за этого. Конечно, обидно, что я чуть-чуть поторопился с перепрохождением всей игры. Но все равно. Хотя бы DLC целых 2. Ну, точнее 3, но пока что 2. Хотя бы в них вот ремастер сможем заценить. А полноценно всю игру я оставляю вам там. На свое прохождение полноценное, если когда-то доберетесь до игры. Если будет желание. Да что происходит? Скіфе, зв'язую з Дзеном. Він голова операції і знає все про маршрути і точки. Дзен, поділися зі Скіфом інфою про ЗНЗ. Ми вже обшукали декілька схронів, і в них завжди є щось спільне. Непримітне місце, що зазвичай
Долбаные снорки. ЗНЗ Круг є підземний поверх з відносно просторим приміщенням. Думаю, схрон саме там. Як казав Лукаш, у зоні у всьому можна знайти користь, навіть в мутантах. Цікаво лише, як він сам постійно крізь них пробирався. Мавка аут. Мавка аут. Ну, с ремастером я точно не скоро до нее доберусь. Железно нужно помощнее. Ой, да это уже, можно сказать, второй какой-то типа ремастер. Там сначала сама игра выходила в 15-м или каком-то году. Потом вот выходил еще этот Next Gen. Обновление, патч. Тоже где-то там 2 года назад или год назад. Тоже что-то типа ремастера было. Тоже обновили графику, обновили много всякого разного. И сейчас еще и ремастер. Еще одно обновление графики. Прям мусолят и мусолят этот Ведьмак, все никак его не оставить в покое. Он и так просто великолепный. Мы пока проходили, видели это, насколько он красивый. А они еще его улучшают, еще улучшают. Еще ремастер, блин. Как бы этот ремастер только хуже не сделал, как каким-нибудь Ассасином 3, как мы знаем. Вот этого я боюсь. Так, сюда мне. Наверное. Ну и пару прикольных игр в целом подметил себе. А вот большинство игр, ну, проходниковые по мне. Я тоже для себя там почти, как всегда, на любых вот таких вот выставках, вот таких вот шоу, я почти всегда для себя ничего интересного не нахожу. Вот Метро было интересное, Ведьмак было интересный глянуть. В остальном там тоже ничего особо не заинтересовало. Скіфе, Мавко, не знаю, що це означає, але в одному зі схронів Лукаша ми знайшли ключ-карту з емблемою МСОП. Це не просто так. Скіфе, обшукай як слід свій схрон. Може, ти зрозумієш, що ця карта відмикає. В одно время я сидел там только ради Силксонга. Я это время не застал, к сожалению. Я уже к Силксонгу, как вы знаете, приобщился, когда уже все вышло, на все готовенькое. Но зато вот можно типа DLC сейчас ждать. Хотя DLC вроде нигде не показывают, не планируют показывать, просто сразу выход. Когда-то там рандомно должен произойти. Внезапно. Мьюгеникс там даже был, про который я тебе говорил недавно относительно. Да, я потом еще глянул поподробнее после той песни, скажем так. Той выставки про нее. Глянул поподробнее. Ну, так. Интересно, интересно. Паркур по трубам, блин. Ну, конечно. Да блин, я нажимаю разогнаться, чё ты в стену бьешься?
Наконец-то. Какое тут все кровавое. Вроде на разработчика хейт повалился из-за озвучки. А я есть русская. Мол, есть русская, но нет украинской. Ну, как обычно. Ну, как обычно. Бу! Испугались? Я существую. А вы кто? Мужчина. Здравствуйте. А вы кто? А я вас не помню. Азель, ты в курсе, кто это? Я что-то забыл уже. Что-то уже не помню. Но если серьезно, привет, товарищ Бибизьян. Давно не виделись. Не розумію, у що вліз Ой-ой-ой. пропав, не відповідав, а тепер виявляється він не Розтяжку не тільки з ними замітив. працював, а ще й ця ключ-карта в СОП. Так, у кожного свої секрети в зоні. Але ж ми з ним за одну ідею, на одному боці були. Ми ж могли разом у всьому розібратися, і він живий був би. Може, все просто? Не хотів ризикувати людьми. Ось і мовчав. А вийшло, що ми все одно ризикуємо. Краще б просто пояснив усе. О, и Игорь тут как тут. Какое совпадение. Всем привет, ты. И странник, привет. Чё так внезапно сразу куча народа пришла? Ой. И куча снорков пришла тоже. Позвоночник снорка. Приветствую, странник, приветствую, приветствую. Какой наплыв людей внезапный. Вот и я о том же, да. Только что никого не было, тут и Азель, и товарищ Бибизян, и Игорь, и странник, и все на кучу. И в одну секунду все пришли. Бывает же. У меня появилось свободное время. Это хорошо. Как у тебя дела, как жизнь, как канал, как все. Видел, ты там на ВК Плей перебрался? С концами или как? То в прошлый раз ты приходил, я тебя там спрашивал, но ты, видать, уже ушел и на все мои вопросы по итогу не ответил. По поводу Мюгеникса. Сделал говно игру после своей игры шедевра, не удивлен. Я вообще за игру пока почти ничего толком не знаю, поэтому ничего за нее говорить не буду. Теория бесконечных приветов. Так, понятно. Все понятно. В чате все понятно. Ой-ой.
Отвлекся на чат. Да, на ВК Play окончательно перебрался. Завтра иду в ДНС за новой видеокартой. Это уже которые. Помнишь, которые это уже по счету у тебя в целом за всю жизнь? Или за последнее время? Седьмая видеокарта. С ума сойти. Видали? Вот это у человека жизнь. 7 видеокарт уже сменил. Тут многие вот одну даже сменить не могут. Ну, 2 максимум. А тут 7. О, Винторес. Как всегда, поломанный. Это неинтересно. Даже база кровососов Язова Припять, не? А я не помню. Не помню, где она находилась. Помню тот момент, когда толпа стоячих спящих кровососов было, но где это было? Не помню. Рубка налаштована для дзвінка. Не принесеш? Усією дамбою зустрінемо. Усе в наявності. Маршрут той самий? Іншого не знайшов? Та лише труба лишилася без охорони. Решта маршрутів під наглядом і з патрулями. Якщо на дамбі побачу якусь підставу, тебе я встигну застрелити. Тут вообще есть локации старые? О, да. Естественно, полным-полно. Я бы сказал, тут новых локаций не то чтобы много, а старых прям полно. Вот тут вот кордон, тот самый. Тут вот деревня новичков, вот тут вот блокпост. Далее, вот тут вот болото. Тут вот старая база чистого неба. Где-то вот тут вот церковь. Или вот тут. Болото старые добрые. Вот тут вот Затон. Тут вот база Султанск. Тот самый корабль из Зова Припяти. Где-то тут еще другой корабль. Шевченко или как он там называется. Вот не час, это прям новые локации. Вот это вот. Поляна. Залесье точнее. Вот это вот тоже новая локация начальная. Вот этот самый, как его? Росток. Где бар. Дикая территория вот тут. Старые добрые. Рыжий лес. Тоже. Это самое. ЧАЭС. Правда, это новая локация из DLC. В оригинальной игре этой локации еще не было, но в целом она тут есть. И Припять, само собой, тоже, естественно, сама собственно. Собственной персоной. Припять. Ну и так, по мелочи. Генераторы замазаны? Вот это? Не знаю, может это, чтобы типа спойлеров не было. Потом на протяжении DLC откроется. Или может это еще какая-то в будущем новая локация будет. Вот тут вот ведь тоже раньше было замазано. Где ЧС, где Железный лес. Это новые локации в DLC как раз появились сейчас. А тут раньше ничего не было. Было замазано. А тут вот тоже что-то типа. Не знаю. А мне руки до стальной души в ХКС дошли. Оу. Оу. Это весело тебе будет, думаю. Какое-то время ближайшее. На Затоне
Что-то с воздухом связано, с вентиляцией, что ли. Вообще не помню. Вообще. Прикольно, это еще и бесшовно все. Да. Еще теперь все эти локации связаны между собой, как открытый мир большой. Без всяких там переходов между локациями. Так, и что дальше? Мне на выход, что ли? Или что? Да, покинуть ВНЗ круг. На выход. А тут закрыто. А, уже открыт. Как это работает? Что за магические двери? Открыто, закрыто. Игра, правда, хуже, чем первой части по ощущениям. По вайбу, скорее всего, да. Согласен. По атмосфере, по вайбу. Всегда так получается, что старые части более приятные, чем новые. Редко когда говорят, что новые части прям во всем лучше, чем старые. Какие спойлеры? Это генераторы, вырезанная локация. Кучу раз ее в модах видел. Ну, не спойлеры, а в смысле, что неизвестная локация, пока еще непонятно, что там. Для главного героя, в смысле. Для нас там уже все понятно, мы все уже видели, все знаем. Наш КПК спойлерить нам боится. Ну, типа затравочка, может, от разработчиков. Если в DLC этой локации не будет, что типа в будущем там что-то там. В следующем уже DLC эта локация появится, как вот с этим Железным лесом и ЧС было. Уже было замазано раньше. Сейчас вот появились эти локации. Мне до стальной души руки не доходили. А, уже доходили, но справиться не смогли. Я даже не буду собираться. Даже думать не буду. Здравствуйте. Бинокль добавили? Добавили. И... ПНВ тоже добавили. Ну, не пара лет, полтора. Висуваюся на позицію! Прикривай! Весело бы еще игра не так много. Моя доступная память вообще... И вообще бомба была бы. Да, 200 гигов это уж слишком, полностью согласен. Ну, такие современные реалии. Современных больших игр. Оу, еще аномалия тут как тут. Кто где там еще? Так, что я там еще пропустил?
до цитадели дошел, а остальная душа это же всю игру пройти не померев ни разу, правильно помню? Как дела? Дела супер, странник. Просто великолепно. Тебя как? Я уже спрашивал насчет канала и что ты перебрался на ВК, а в целом? Кроме видюхи, кроме канала в целом, как у тебя дела? Как жизнь? Что нового? Я просто подумал, что уже, по идее, должно DLC выйти, а у меня 2 достижения нет. Да, ждем DLC, ждем. Как раз, по идее, скоро должны Nine Souls допройти, и будет забавно сразу после Nine Souls DLC. Ну, прям идеально. То я боялся, что мы не успеем допройти, да? По идее, должны успеть. Как раз. Так. А это база кровососов из Припяти, прям она. Ну, может быть. Если ты прям узнаешь. В Силксонге еще достаточного количества достижений нет, чтобы вообще о них забыть. На них забить. 152 игры в желаемом. Есть такое. И смертей всю игру, да. Это жесть, конечно. Как я только Steam включаю, сразу приходит предложение обмена от формы. Где? Не было ничего такого. Когда я последний раз тебе что-то присылал? Давно это было. Тебя что-то Steam обманывает. Удали эти уведомления и не будут приходить. Да, мы уже завершили это давно. Чего он тебя обманывает? Все отлично. Нового я в игры не играл целое лето. Погулял с друзьями. Ну и правильно. Лето на то и лето. Отдохнуть, погулять. Поплавать, позагорать. Если есть возможности. Все еще перегруз. Нормально. Так, что там дальше? Добраться до дамби, добраться до меморіалу. Вже завершую. Дізнався, що Лукаш платив якомусь мсопівцю, а той допомагав йому зв'язуватися з кимось з дамби. Опа! То наша ключ-карта від дамби? Опа! Го туди. Дізнаємося на місці, з ким Лукаш виходив на зв'язок. Зен, пробий там усі входи-виходи. Компренде. А ще знайшов тут пульт. Віддам на дамбі. Сначала к мемориалу. Потом дамба. Ой-ой-ой. Это сюрприз. Прям в лицо. Блин. Ненавижу эту аномалию. Скорее отсюда убежать надо. А у меня тоже вопросы к Стиму, вот. Вопросы. Старую видеокарту я продал, если что. Выгодно, надеюсь. Ну, я так полагаю, все равно в минусе, понятное дело, будешь. Потому что новая наверняка дороже, но в целом. Хоть что-то там вернул. Имею в виду... довольно неплохо по выгоде. Выгодно, конечно. Вот и замечательно тогда. Круговорот видеокарт вокруг странника. Покупка-продажа, покупка-продажа. Расскажешь потом, как с новой дела будут обстоять.
16 гигов видеопамяти, это, конечно, очень и очень. Steam багнулся из-за блокировки всяких. Много что не работает. Много что. Когда Ультракилл в релиз выйдет, полагаю, там появятся достижения. Вот там же я буду их все выполнять. О, вот тогда будет веселуха у тебя. Я так полагаю, определенно. Даже если разработчик сделает их очень сложными. А он это сделает, уверяю. Спасибо за подписку. Так, это что, сейчас опять начнется? Нет, это вроде только двое. Не, нормально. Спасибо за подписки тогда. Не-не-не, ложная тревога, все нормально. Может, это реальные люди, а не наплыв ботов очередной. Завтра вечером узнаем. Расскажешь потом. Завтра выходит Star Wars Zero Company, как XCOM. Тогда я видел. Не интересуюсь XCOM, к сожалению. Звездными войнами интересуюсь, а вот XCOM нет, поэтому эта игра по Звездным войнам, к сожалению, тоже мимо меня. Как и многие другие. Во всяких таких жанрах, которые мне особо не интересны. Просто в Стиме попалась. А я вот снова в Тарков вернулся. Я уже успел снова сгореть и перестать в него играть. Быстро ты, однако. Успел вернуться, успел сгореть, успел уже забросить. Сколько всего произошло, пока мы не виделись. Не трогайте меня, я просто мимо бегу. Ну да, у них же тут ваншотящие атаки. Надо сюда, значит, не бежать, как-то вокруг аккуратнее. О, водоочистная станция? Наверное, сейчас надо будет глянуть, как она там называется на карте. Может быть, она. На Gamescom много анимешных игр было, ну прям много. Странно, это вроде не какая-то азиатская выставка, как, например, какой-нибудь Tokyo Games Show. Вот там, да, там обычно всегда сплошные анимешные игры. Тут даже здесь. Финалка тоже там была. Так, как локация называется?
Не написано пока что. Вот это, кстати, склады, по-моему. Те самые, где база свободы была. Так что много-много локаций старых знакомых. Правда, не размещены теперь непривычно местами, но оно и понятно. Бесшовный мир. Где-то что-то поменяли, где-то что-то переместили. Не страшно. Еще от НТЕ не отошли. Вот именно. Блин, вы задолбали. Дайте мне дойти до этого проводника. Долбаные ваншотеры, снайперы. Вроде похоже. Пошли штурмовать. И я уже в оригинале ее там штурмовал. И то, по-моему, там уже пусто. Теперь. Тут во втором сталкере база свободы основная теперь на этом. Вот тут вот. Где бар. Теперь они туда переехали. Там, где раньше база долго была, теперь база свободы. Бар теперь под контролем свободы во втором сталкере. Такие вот дела. Сейчас наконец дождался выхода игры по любимой книге, но есть нюанс. Она релизнулась только для Китая, для бета-теста. Там можно зарегистрироваться только по китайскому номеру и документам. Ох уж эти китайцы с их вот этими вот заморочками. С китайскими номерами. Удобство тоже мне. Теперь, надеюсь, нормально я оббежал эту долбаную базу. Ну, губу тебе. Так, к делу. Хотя нет. Это я положу себе в этот самый инвентарь. Да и в целом все остальное тоже могу в инвентарь себе положить потом. Так что телепортируемся сразу. Куда? Вопрос. Вот сюда. Террикон. Там и сундук есть, и в целом рядом. Я не регался, я просто нашел китайца, чтобы он для меня зарегался. Ух ты, а где ты нашел китайца? Мне кажется, разработчики решили послушать шутки про 31 декабря 23:59. Шутки смешные. Так. Положить, положить. Терикон надійно захищений. Не можете мені яйця вашими
Этого должно хватить, думаю, с головой. Да. Все, я готов. Ух ты, еще одно ПНВ продает. Всякая фигня. Окей, пошли. По сюжету. Добраться до мемориала. Нашел приложение для общения с иностранцами. Нашел китайца, попросил. Все так просто. Мне друг игру подарил про кота и рыбалку. Буду рыбачить потом. Я видел, да, эту новую игру. Недавно вышла. Ай-яй-яй. Любишь рыбачить? Или еще он именно ее подарил? Она же там коопная, по-моему. Помню этот дебильный момент на Терриконе с музыкой и дурачком странным. Мега кринж. Ну-ка расскажи поподробнее. Что-то я такого не помню. Либо забыл, либо даже не видел никогда этой штуки. О. Опять это место с кучей сейфов. Где-то тут есть нормальный сейф с сокровищем. А какой? Уже не помню ни черта. Так, уже на меня кто-то налетел. Бандосики, походу. Тогда я лучше побегу. Она не новая вроде, но конкретно это. Может я путаю с другой. Там недавно какая-то еще игра про рыбалку вышла. Вот с ней, может, попутал. Опять снорки. Пятнадцатого года? Понятно. Значит, точно попутал. Ну что, там рыбалка, что тут рыбалка. Ты еще сказал там про кота и рыбалку. Вот важное уточнение. Самое начало сюжета. Проводник на экране Террикона. Приходишь к нему, а он говорит: Скиф, смотри, как тут круто, блинский. Слухай музычку. Это, походу, насчет сюжетки. Сюжетка мне тут уже не интересна. Мы тут только DLC проходим. И все, что связано с DLC. Скиф, прийом. Я потрапив в засідку. Я уже бегу. Зулус, хто напав? Допомога потрібна? Найманці. Я стежив за ними, а вони за мною. Справні покидки. Але я в зоні не перший рік. Як я й казав, вони біля меморіалу. Хочуть відкрити прохід у пузир. Беру на себе більшу частину. Тобі залишаються найбільш вперті чорти. Не дай Норду отримати цю технологію, чи що воно таке. Где тут проход? Якщо це вбило самого Таченко, значить це найнебезпечніше.
А, во. Я допоможу, щойно розберуся зі своєю частиною проблеми. Обережніше там, добре? У нас просто мини-договоренность случилась. Я в эту игру, а он в ультракилл. Вот так людей в ультракиллы заманивает. Вот. Вот что ты задумал. Хитро, хитро. Норде, ну що, як воно там? Успішно. Можлива загроза. Эх, Зулус, крутой алкаш с Янова за бутылку водки согласился идти в Припять. Да, тот самый Зулус. В целом во второй части много персонажей знакомых. Помимо главных героев, естественно, еще всякие второстепенные знакомые. Тут есть Шустрый? Не помню. Вроде и есть. Перезарядка! Тримайте ворога! Куда побежал? О, это то самое место, где в Припяти тоже была эта аномалия. С телепортом связанная, по-моему. О, детектор Сварог. Тот самый. Самый крутой детектор в игре. Я знаю, ти десь поряд. Шустрый есть во всех частях, он типа мега крутой. Так. Сейчас опять прыгать. Эту фигню. Уи! Пространственная аномалия тут была. Нужно было специально детектором ее открывать. Ну вот. Точно так же и сделали. Ой, что-то какой-то хоррор как будто начинается. А это не тот самый мост? Ну вы поняли, куда. Который опускался, подымался. Если это тот самый мост, тогда мы сейчас придем в еще одну новую локацию. Очень классную. О, прям хоррор. Тени прошлого. Да, это то самое место. Не мертвый город, это... Не мертвый город, это... Как он там назывался? Как же этот город назывался?
Лиманск, во. Нет. Да. Да или нет? Эй. Мертвый город — это там локация была, где база наемников была, если я правильно помню. Понятно, света не будет. Да, там мертвый город рядом, это Лиманск. Еще старые добрые локации. Шустрый — это тот, который про Слоупока говорил? Не, это другой местный Шустрый. Ай. Тушканы. Понятно, света все еще не будет. Фонарика в смысле. Такое ощущение, что у нас галюны какие-то. Не просто рядом находится в аномалии. Да, это я помню. Так что это, считай, для меня одна локация при игре Замерка. Понятно, понимаю, да. Сталкер и Dying Light одна вселенная. Ну, учитывая, что у нас тут тоже были моменты паркурные. Может быть, может быть. Опа. Мини-тайник. Интересно, вырезали отсылку на машину времени из Лиманска? Какую отсылку? Алло. Чисто. Чепурный. Що з маршрутом? Опять растяжка. Маршруйте шлях. Головне – знайти об'єкти. Ясно? И... Просто решили присесть? Странно. Там типа за приоткрытой дверью была машина времени из какого-то фильма. Потом по этой теме еще и мод сделали. Даже не слышал про такое. Столько лет игры.
Странно, странно. Так, можно сюда пойти, а можно сюда пойти. Ага, все, замуровали. Временная петля. Ой, не, сюда не ходи. Ты сюда не ходи. Там кирдык башка будет. Ось тут нічого. Жодної зачіпки. Мигаємо час. Та швидше було б прокласти свій маршрут до радіохвилі. Нащо ми тримаємося за слід цих привидів? Тому що прокладати свій маршрут означає йти на осліп. Ткаченко хоча б показав, де не треба ходити. Це усе, що в нас є. І будь на поготові. Норд попереджав про сталкера. Продовжуй пошуки. Прийняв. Кінець зв'язку. То трупа на скамейке было старое лицо стрелка или показалось? Не, наверное, показалось. Там просто все сильно размытое какое-то было. Вогонь на вигляд! Що пишу? Перевіряю. Потрібне укриття. Прикрий. Ой. Да что за комната такая, что ваншотит? Не весело. Не весело. Все нормально? Все замечательно. Великолепно, превосходно. Ось тут нічого. Жодної зачіпки. Мигаємо час. Та швидше було б прокласти свій маршрут до радіохвилі. Нащо ми тримаємося за слід цих привидів? Тому що прокладати свій маршрут означає йти на осліп. Ткаченко хоча б показав, де не треба ходити. Це усе, що в нас є. І будь на поготові. Норд попереджав про сталкера. Да сколько можно в тебя всадить из дробовика-то? Кстати, эти экраны смерти поменяли. Разные сделали, смотрю, а то раньше только один был. Один и тот же каждый раз. Вот бы в сталкере сложность с одной жизнью была. А такой еще нет. Там же добавили всякие настраиваемые сложности, может уже есть такая возможность. А может нет, может с модами добавят или уже добавили. Ловит зубами. Терминатор, блин. Жодної зачіпки. Мигаємо час. Та швидше було б прокласти свій маршрут до радіохвилі. Нащо ми тримаємося за слід цих привидів? Тому що прокладати свій маршрут означає йти на осліп. Ткаченко хоча б показав, де не треба ходити. Це усе, що в нас є. І будь на поготові. Норд попереджав. Как больно. Вот сейчас мне снайперки не хватает очень сильно.
Это не она случайно? Да, это она. Только без прицела это нифига не снайперка, это фигня полная. Бегом! Напролом! Чё мне с выносливостью? Она зависла? О, нормально. Отвисла. Понял, что я теперь бегу постоянно. У меня случайно нажалась кнопка какая-то, которая спринт нажатием делает или что? Хотя мне вроде включено было при зажатии, а не нажатии. Что-то залагало, может. Так, 46. Страницы нельзя, ну понятно. Тогда подождем. Ой-ой-ой. Вот это ты вовремя. Все снайперы. У меня там задание дополнительное — убить всех снайперов. Да, вроде все. Так, сохранение. Тогда перезаходим. Чтобы отлагало. Если это вообще баг. Спринт для удаления сохранения написать же можно за пару минут. Так что есть такие... Есть такие, наверное, уже. Я думаю, есть. В AMD есть уже FSR 4.1 на искусственном интеллекте, как у NVIDIA. Плюс они в 9000-м поколении проработали над оптимизацией для трассировки лучей. Ой, за AMD я вообще не шарю, я уже рассказывал. Никогда на их технологиях не сидел вообще. И это нормально выглядит, только если сохраняться можно будет далеко не везде. Чтобы сохранение было чисто для сохранения прогресса. Как типа у костров, как в оригинале было, да? Типа сохранение только у костров. В безопасных зонах таких, где ты полностью в безопасности, полностью спокоен, на расслабоне. О, да, и товарищ Бибизян тоже об этом. Костров на базах, да, все такое. Вот, да. Хорошая фича. О, все. Бег отлагал. В оригинале-то где? Ну, в старых частях. Готова до виходу. Сектор пошуку, жилий квартал на схід від табору. Добре. Дійте за планом. Головний пріоритет – пошук В боєприпасів. смысле с модами в старых частях? Ну вы поняли. Что вы не поняли? Все вы А поняли. як щодо продовольства? Запасів поки вистачає. Будемо про це перейматися, якщо затримуємося тут довше, ніж на 2 тижні. Будьте на зв'язку кожні 15 хвилин. За найменші ознаки туману повертайтеся негайно. Зрозумів вас. Вирушаємо. Исследовать аномальные квартиры. Іди до укриття. Сука! Что тут происходит? Відходимо.
Ай, не надо мне кидаться. Пять растяжек. Мы под чудом? Да вроде нет, просто локация какая-то такая странная. В Чернобыле на какое только чудо не наткнешься. А вот уже по стенам ходим. Господи, так и голова закружиться может. Backrooms начался, точно. Backrooms. Тут вам и хоррор, и Backrooms, и что угодно. Ну, разработчики явно пытались в хоррор. Явно пытались. Пане генерале, я тут, у коридорі. Чуєте мене? Я, блин, сломал стабилизатор на пробеле, он не нажимается теперь. Это когда Тарков играл? Настолько активно играл? О, вот теперь точно наркомания какая-то. Полноценная. И чё, куда дальше? А, сейф. Сейф и все. Недалек. Прикольно, уровень в ультракилле напоминает мне. Тоже наркомания там была. Все равно в лабораториях в старых частях страшнее. Да, согласен. Намного прям. После Таркова, как вижу висящую курточку, сразу хочу полутать ее, чтобы ключ найти какой-нибудь. Я в Тарков не играл, кстати. Да ё-моё. Надо с разбега. Сломал стабилизатор, когда пролил на нее энергетики, он начал липнуть. Я его снял, почистил, но сломал. Помнится, у меня тоже когда-то такая ситуация была. Когда-то давно с какой-то клавиатурой тоже. А назад как? Тоже вот так? О, сюда вот походу надо было. Или нет? Вот сюда. Вот. Ой. А не, все нормально. Ложная тревога. Сколько тут растяжек.
Сейчас я должен отойти на пару минуточек.
Все, я вернулся. И все ушли. Ничего, подождем, пока все вернутся, значит. О чем вы там писали заодно? Посмотрю. Так, вроде все. Все посмотрел. Продолжаем. И закрыто. Понял. Открылась эта дверь. Ладно. Наркомания. Чего я удивляюсь. Ключ. О, красная или белая дверь. И та закрыта. Прекрасно. Зато это открыто. Оу. Я тут, а я тоже тут. Покурил раковыми палочками. О, и Азель тут. А Игорь, походу, ушел с концами. Не на перерыв, а прям вообще. А Игорь не тут. Да, все тут, кроме Игоря. Пока, Игорь. Да, и если ты это в записи смотришь, пока, Игорь. Недолет. И чё, все заново теперь? Что такое? А, перегруз долбанный, понятно. Нет, все равно не хочет.
Ой, вот недолет был, и теперь опять тут страдать. О, да, перегруз. О, нет, перегруз ты хотел сказать. Да, получил свою дозу канцерогенов. Понятно. Но они, по сути, из самого Лиманска не смогли бы сделать целую локацию. Так что сделали это пространственной аномалией. Сам Лиманск в оригинале это 2 улицы и стройка. Ну, выкрутились. Хоть так. Все равно. Неплохо, наверное. Или может мне сюда и надо, а не наверх. Как раз сюда вниз. Может быть. Дуэт фан-сервис. А блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нормально. Ну, хоть не пауки. Ой, не напоминай. Ой, только этого мне не хватало ни в коем случае. Нет, нет, нет. Хотя бы в этой игре без них. Ну хватит. Где эта тварь? Летающая. Что тут 2? Минус 1. Да, их тут 2, походу. Минус 2. Все. 2 полтергейста это сила, конечно. Кому? Який обов'язок? Дивився на мене як на зрадник. Сраного зрадника. А я нікого не зраджував, мене тут зрадили всі. Він вирішив нас всіх тут замкнути, мудило клятий. Дебіл! Зрадий! Зрадий! Спробувати треба ще з заходу тут обійти.
Товарищ тоже в лабиринте застрял. Найти выход из квартиры. Первым делом мы идем в холодильник, естественно. Прикольная кухонька. Бутерброды с колбаской. Мы в зеркале не отображаемся, мы вампир, понятно. Странная локация, вот она пытается вжуть, но атмосфера не поджуть вообще. Ну да, я и вот и говорил, как раз разработчики явно пытались в хоррор, но есть проблемы. Я не знаю, який день. Я блукаю цим клятим містом. Немає виходу. А цей Лиманськ, він постійно змінюється. За мною там щось стежить. Там гарчить у темряві. Я не такий, як звичайні мутанти. Воно розумніше. Воно грається зі мною. Я не повернуся до Таченка. Ні, я генерал остаточно здурів. Сука, Бунчук лишився з ним. Срак колись пішов він. Ця потвора, вона близько, зовсім знову. Треба спробувати ще один маршрут до східної околиці. Полтергейсты в оригинале тебя не видят, если ты жопой по земле чертишь, не спеша. Тут также работает. Боюсь, они тебя закидают всякими какашками. Всякими ящиками, стульями. Пока ты будешь не спеша что-то с ними возиться. Тут лучше вот так вот с ними быстро разобраться, расстрелять это облачко летающее поскорее. Так, у меня жесткий перегруз. Протухшие консервы? Это выбросить нафиг. Зачем я это вообще с собой таскаю? Это тоже. Да и это тоже смело может. Зачем я это собирал, действительно? Розвідка квартир закінчена. Ідемо далі до західних кварталів. Генерале, а як же Захарчук? Ми його не знайшли, але він живий. Там, десь колами ходить. Прошу дозволу організувати пошукову групу. Дозволяю. 2 години на пошуки. Якщо не знайдемо, рухаємось далі. У якому сенсі рухаємося? Треба шукати, поки не... Накази не обговорюються, полковнику. Готовність 10 хвилин. Слухаюся, генерале. Ну реально кажется, что это скорее очередная локация Atomic Heart. Скорее метро. Нас полтергейст сковородку кидал. Ой, чего он только не кидал. Бюреры еще, кстати, всякие гранаты могут кидать. Стрелять вообще в тебя из всякого оружия валяющегося. А это те еще твари. Полтергейсты. Ахахахахаха. Смешно, смешно. Это из того рода, как Сергей. Смешно, смешно. Ой, внезапная пропасть.
темноте вообще не видно было. Спасибо за фоллоу. А. Понятно. Только я обрадовался и опять... А вот это вот. Discord. Нет, спасибо. Discord мне не надо. Такие вот боты сначала фолловятся, типа реальные люди просят куда-то тебя там зайти, а потом фоллоу магическим образом пропадает. И когда снова нажимаешь на этот профиль, пишет уже все, этот профиль не существует. Знаю я, как это делается. Вот эти вот товарищи со своим дискордом уже 100 раз приходили. До свидос. Бро, это Лиманский с чистого неба. Да ты что? Вот это ты для меня Америку открыл, товарищ. Спасибо, бро, за подсказку. Но если серьезно, то мы в курсе. Еще когда только появились в этой локации, там был мост. Прям сразу напомнил это место. Розвідка квартир закінчена. Ідемо далі до західних кварталів. Как это мы уже слышали. А як же Захарчук? Ми його не знайшли, але він живий. Там, де з кола виходить. Прошу дозволу. Бюреры кирпичи сраку закручивают, судя по байкам сталкера. Кирпичи это еще мягко сказано. Там и гранаты могут быть. Прочая тяжелая фигня. Помню, в оригинале сражался сразу с 2 бюрерами в какой-то пещере. Это было мега сложно. Бюреры тут определенно тяжелее стали, чем в старых частях. Надеюсь, я встречу полтергейста, и он кинет в меня самоуверенность. Я постараюсь не уклоняться. Еще захотел. Да, ну блин, всякой хоррорной музыки, всякой вот такой вот, чтобы на атмосферу давило, вот прям вообще не хватает. Абсолютно не хватает. Из-за этого как раз вот этой хоррорной составляющей прям не чувствуется вообще. Они явно пытались, но, блин, звукового оформления вот этого вот вообще не хватает. Если бы было что-то прям подходящее, вот была бы атмосфера намного лучше. Что-то рекламщиков у тебя так много. Периодически бывают. Не то чтобы прям часто, но периодически. Всякие разные. Привет, Александр Сафронов. Интересно, они стройку-то добавили или весь бюджет на Backrooms коммуналку слили? Не знаю, что-то мы уже долго в этом Backroomсе застряли. Когда мы уже отсюда выберемся. Боже, найкращий стрілець, якого я бачив. Найбільше він у бомбу класти. Небезпечно недооцінювати ворога. Досить розмов. Темп. Часто вылетает ошибка Cornet 32. Были ли у тебя такие проблемы? Не. У меня таких ошибок не было. Самая частая проблема у меня, которая была, это внезапное падение FPS. Ну и то, благо вот я под DLC более-менее с этим разобрался. Пока там в настройках с графоном провозился. А остальных каких-то проблем в принципе не было. Ни вылетов, ни каких-то ошибок. Всяких таких.
Зачем я с собой вот это все таскаю? Блин, мне еще, кстати, починить надо бы, а то все поломанное такое на 60%. Вообще-то. Эмбиент нужен. Да, очень сильно. Ой. Вот тут опять мог улететь в пропасть. Вот как в Припяти в Зове Припяти. Ну или, как вот ранее ты говорил, во всех этих подземельях. Лабораториях всяких. Вот там, да, вот там была жуть. Жуть там была. Ого-го. Особенно, когда внезапно где-то на какого-то контроллера, то есть, или на псевдогиганта, или кровососа, или еще какую ересь наткнешься, то еще страшнее становилось. Или внезапного снорка, который тебе в лицо прям резко прыгает. Такой скример. В таких пещерах. Никто не рад меня видеть, все двери закрывают перед носом. О, ну хоть кто-то. Ты кто? Таченко, це ви? Захарчук. Полтергейст. Я прикривав відхід, але коридор закрився за мною. Кричав у рацію. Ви чули? Чули мене? Чому ж тоді кинули? Там темнота была реально темной. Да. Там было прям по атмосфере хорошо. Так где же этот выход? Ё-моё. Ага, кот. Замечательно. Сектор на північний захід. На вас південний захід. Прийняв. Відбій. Ну, нет, вряд ли сюда. Лабиринты. Усі до бою! Хотел я сказать, как приятно видеть живых людей наконец-то. Но не таких агрессивных. Ой, не все.
Чё, вы код не нашли, товарищи? О! Подсказка. А чё тут так много всего? 2, 4, 6, 8. Это они типа всякое перебирали разное. Во. Повезло быстро. Идешь по лабе под темной долиной, а там скрип на 10 децибел громкости. Сразу нужно просить бюро обратно кирпичи выкручивать, которые из тебя выпали. Ага. Ага. В таких ситуациях даже бандит успокаивали. Действительно. Живых людей встретить и то счастье. В такой тишине, в такой глуши. Ой, сколько мы уже тут блуждаем. Добраться до лифта. Кто это? Там кто-то был. Я вообще попадаю или это фигня синяя, что типа в никуда стреляю? Ой. Люди! Люди, еще люди. Или нет, или это зомби. Судя по звуку. Добрый вечер. По ощущениям прям очень затянуто. Ну да, есть такое. Прям уж слишком много как-то. Ну я так и знал, что это ты. Я видел, что там кто-то промелькнул. Как раз подумал, походу это был контролер. Так и есть. Отстань! Вообще туда иду? Или не туда? Круги наматываю, кажется. Мне надо лифт. А этот лифт куда? Вниз или вверх меня должен подобрать? Внизу или вверху?
Эти курточки меня прям реально триггерят на то, чтобы их полутать. Они выглядят точь-в-точь как Тарковые. Даже тут Тарков преследует. Что ж такое? Посмотри на него. Вылез из-за двери. Пульнул меня и смотался обратно. Мерзавец. Это все ради тайника? Боже, неужели мы выбрались? Вот и лифт. Бунт. Бунт. Так. Такое ощущение, что сейчас будет босс. И это арена какая-то. Будто по чем-то были реально. Ну, пространственная аномалия. Ага. Здравствуйте. Босс — это миллион зомбаков? Походу. И контролер во главе. Музыка какая-то мерзкая под этого типа босса. Ах ты тварь. Ну ты откуда взялся? В этом красном свете прицел вообще не видно. Лови раз. Лови два. А можно F1 выбрать гранату? У меня же есть. Закидаю гранатами его. Все. Закидали. Заспамили гранатами. Ну а чё, я зря тут по пути столько гранат насобирал. Мне же как раз для этого, наверное, их тут раскидали везде. Тоннами. Кусок мозга контролера. Мозговитый. Всё, босс пройден.
Пора на выход. Или я отсюда приехал? Где выход, уважаемые? Нет, те вообще тут в стену стояли, смотрели все это время. Где выход? Выпустите меня. О, части мутантов, они что, гении? Да, прикинь, это еще одно гениальное новшество. Только не с DLC, а еще на каких-то там более старых патчах это новшество было. Догадались, прикинь. Так, а где я? Где мы оказались? Предсмертная записка. Я не знаю, який день. Это мы уже слышали. А, мы тут были, судя по тому, что я тут выкидывал весь этот хлам. Что, опять по кругу ходим? Карта. Заметки. Генерале! З півночі новий прохід відкрився. Ми робили обхід, дивимося, а там цегляної стіни як не було. Чому один? Чепурний йде. Хід залишився охороняти хід, щоб не пропав, поки нас нема. Гаразд. Скажи решті збирати всі припаси. Ідемо до НДІ радіохвиля. Считаю, на релизе можно было и аномалии-то не добавлять. С патчами докрутить и все. Возможно. Кстати, они оставили охранять этот проход, как они сказали, чтобы не пропал. Типа вот проход, его будет спрашивать. Такой, о, все, я пропадаю. Типа этот охранник как-то повлияет на этот проход. Интересно. В релизе можно было экран меню выложить, а там с патчами и саму игру. Ага. Мутантов как-то рано. Ну, вы определитесь. Одинак на 12 годин. Зняти. Ой, опять люди, опять агрессивные. Ну что ж такое? Те в экзоскелетах, естественно.
Не надо гранату. Кто меня убил, блин? Что опять происходит? Опять за рамки арены вышел, походу. Невидимая стена. Невидимая сила меня убила. Нет, хреновая идея. Прям так в наглую. Да, очень хреновая. Граната что-то вообще никого не убила. Так, дубль 3, значит. Одинак на 12 годин. Зняти. Потрібне укриття. Прикрий. Це арбітр Ярчук. Мастер Рейс, я кажу, тобі треба назад повертати. Чепурний, треба поговорити. Бачив генерала. Майже добу не відходить від тієї штуки. Ну, вивчає знахідку. Яке в біса вивчення?
Він не збирається ні забирати її, ні знищувати. Я думаю, він хоче залишитися тут. А ми? Нас він спитати забув? Добре, що ти пропонуєш? Вимкнути хріновину. Якщо все почалося з її увімкнення, то як тільки ми її висмикнемо з розетки, нас має викинути. А Бончук? Він ніколи не порушував наказів. Обіцяв не заважати. Це максимум, на що можна розраховувати. Слухай, я не збираюся гнити тут доскону. Ти зі мною? Добре. Я відволічу Таченка, але дій швидко. Просто молчишь или у тебя микрофон выключен? Ну, сейчас да, сейчас был выключен. А до этого что, мне не было слышно? Я там не то чтобы много говорил, конечно. Когда меня последний раз было слышно? Раз. Сейчас нормально. С момента последней попытки перед ней? Ну, наверное, не было слышно только вот этого, что я тут говорил насчет вот этой очередной подписки на Твиче, очередной рекламы Дискорда, очередной бот какой-то, да и в целом все. Из такого важного какого-то. Чё меня убивает? Это вообще что было сейчас? Во-первых, в стене какой-то невидимый застрял, во-вторых, невидимая сила какая-то меня убивать начала. Ой, чертовщина. О, деревня новичков на заставке, кстати. Старая добрая. Чепурний, треба... И что на здании написано? Это тоже не было слышно. Радиохвыля, да, радиоволна было написано. Второе слово, по крайней мере, а первое слово там букв не хватало. Что там в первом слове непонятно. Майже добу не відходить від тієї штуки. Ну, Побежали. То там за нами, кажется, что-то бежит страшно. И у меня выносливости, конечно, нет из-за перегруза. Я опять в пропасть улетел. Да ё-моё! Долбанный перегруз. НИИ первое слово. Ну тогда все. НИИ радиоволна. Да, в этой деревне еще комбинезон наемника был. Да-да-да. Для тех, кто в курсе. Кто исследовал подробно все. Чепурний, треба поговорити. Бачив генерала. Майже добу не відходить від тієї штуки. Ну. Так, вот теперь нормально. Погнали. Смотрим под ноги. Вырубай. Валим. Учений з мене, такий собі. Якби не додаткові інструкції від доктора, нічого я тут не побудував би. А так, наче навіть працює. Лишилося тільки запустити. НДІ, звісно, на таке не розрахований. Потрібно щось значно потужніше, якщо ми захочемо використовувати це на великій. А ми захочемо. Генерал довго й
йде за мною, і не сам. Я дуже сподіваюся, мій план спрацює. Сподіваюся, що встигну запустити цю штуку вчасно. І не налажати. Тоді зона, а потім увесь світ будуть вільними. И куча водки или консерв, не помню уже. Угу, начальные ресурсы. Начальная вся вот эта дребедень. Тоннами. Мне приходилось ее до дыр рассматривать, когда проходил народную солянку. О, я уже даже... уже не сосчитаю, сколько раз я ее проходил. Сколько раз всякие вот эти вот новые прохождения у меня начинались. И каждый раз я возвращался в эту деревню. Либо вообще начинал с нее, либо просто доходил как-то за какую-то другую группировку. Пока тоже всякие там моды, солянки играл. Даже на канале что-то бывало когда-то. А ты, когда озвучку слушаешь и читаешь субтитры, у тебя в голове сходятся все из-за разницы языков? Не, я субтитры не читаю. В большинстве случаев. Только иногда ради интереса, чтобы там просто глянуть, как там читается то или иное слово, например. А в остальном именно по озвучке только. Так, надо ключ. Ключ-карта. Где ключ-карта? Вот она. Ой, ё-моё, это что еще такое? Ну, вот еще вот такой даже ереси тут не хватало для полного счастья. Всякая ересь у нас была, еще такой не был. Кто там за нами идет вообще? Темнота? Или что? Или какой-то мутант? Если что, озвучка и субтитры иногда довольно сильно отличаются по смыслу. О, да, я это знаю как раз вот по Звездным войнам, которые у нас проходятся. Там, да, там озвучка и субтитры — это две разные вселенные. Особенно вот этот мод на озвучку русскую, там, да, там. Иногда эти люди, скажем так, которые их озвучивали в этом русификаторе, такую ересь иногда несут. Вообще противоположное тому, что там в субтитрах оригинальных говорилось. Мы все едем куда-то. Всегда прикольно смотреть не на субтитры, а на эмоции персонажа, который говорит. Но тут либо играть в игру, есть озвучка, либо знать какой-то язык еще. Да? Это мой главный минус субтитров, потому что вместо того, чтобы смотреть на то, что происходит на экране, смотришь вниз на субтитры и можешь пропустить какие-то яркие моменты важные. Могли б забрати, а? Пенсія, дача, риболовля. І не було б ніякого толку. І справді, цікаво, як би все повернулося. Капітан Таченко вже мертвий давно. Генерал Долго Таченко зараз піде. Скоро. До верхньої бляха тундри. А вот и генерал тот самый. Багаті дичиною. Така от справедливість. Ану стояти. Ще крок і стріляю на ураження. Об'єкт під моїм захистом.
Захарчук. Ні. Чепурний. Котрий з вас? Назвався боєць. Хто ти? Я. Ви всі так змінились за ці роки. Я не з твоїх. Я прийшов ззовні. Знаєш, скільки разів я уявляв цей момент? Як хтось прийде за ним, і я зможу пояснити. А ти навіть не знаєш, за чим прийшов. Ти думаєш, це просто прилад? Ти думаєш, це просто контейнер? Ти думаєш, це просто артефакт? Я намагався їм пояснити. Але вони не слухали. Так точно, пане генерал. Останній рубіж, блядь, що це взагалі означає? Ми маємо знищити його. Знищте цю хрінь, генерале. Або я сам це зроблю. Знищиш його, викличеш новий надвид. Або щось гірше. Цього хочеш. Ти готовий до такого? Так, я не збираюся тут помирати. Це твій обов'язок. Усі ці роки не дарма. Я знав, що Чехов не заспокоїться. Тому ти прийшов. Я прийшов зупинити А найманців. хто потім зупинить тебе? Хтось повинен тримати цю погань під замком. Воу. Слоумо, у нас есть суперспособности теперь. Матрица какая-то началась. Химера, здравствуйте. Или не химера. Или наркомания очередная. А вот это уже настоящий, наверное. Туда его. Ой, вот это происшествие. Это дела. Ух ты, это что-то прям модифицированное. Справедливость. Винтовка какая-то. Я когда играл на украинской озвучке, в принципе, понимаю, о чем говорят, кроме некоторых странных слов. Но это еще нормально, когда вот довольно похожий язык, еще какую-то часть можешь понять, нежели как какие-то языки, которые вообще никак не поймешь. Приходится полностью на субтитры отвлекаться. Какие-нибудь там английские, китайские, немецкие и прочие, прочие. А тут еще хоть как-то, хоть что-то можно понять моментами. Это не госпиталь случайно? Тоже такая локация была в старых частях, или это что-то другое, похожее просто? Госпиталь. То есть они тут уместили сразу несколько локаций, чтобы тоже поностальгировать.
Так, что там еще? Чат улетел. Бывает, слово могу не расслышать и на русском, на украинском тем более. Еще один псих. Почему тут все сюжетные NPC конченые психи? Все ГГ из прошлых частей психи, другие чудики. Зона так влияет на людей, все становятся психами. Еще они в сюжетных катсценах вместо своих крутых пушек достают задрипанный токарев. Не знаю, почему так. Я уже просто привык, наверное. ПМ. Угу. У нас вообще-то с глушителем ПМ, а в катсценах постоянно обычный достает. Это еще с релиза задавался этим вопросом. Чё так? Почему? Я же не путаю, Таченко один из тех долговцев, что застрял в этой аномалии в Зое Припяти. Нам вот говорили, что Таченко это глава долга до Воронина был в целом. Остального не знаю. Вот резко все загорелись мечтой купить PS5, особенно у нас в РФ, чтобы поиграть первый Метро 39. Во-первых, у меня не резко это загорелась мечта, она у меня давным-давно уже была. Во-вторых, я не из РФ. В-третьих, не ради Метро 2039, а скорее ради GTA 6. И то, наверное, не только ради нее, а из-за нескольких игр. И то это прям такая себе причина, только ради нескольких игр. Это в целом хорошее было бы приобретение, я так думаю. Ну и плюс у меня это не прям какая-то определенная цель, как там написано, одна из. Либо то, я еще прям до конца на 100% не определился, если честно. И то надо вроде бы, и то надо, и то хочешь, и то хочешь. Такие дела. Все сложно, короче. Все сложно. У меня уже какой-то свой ПМ, который золотым фоном с начала игры. Ну да, уникальный. Так и называется. Пистолет Скифа. Уникальная пушка. Но тем не менее. Уникальная, но беспонтовая. Ох, сколько гранат. Опять меня готовят к какому-то боссу, походу. Мне всегда интересно было, что с этими долговцами происходило, но мне, к сожалению, не очень нравится то, что здесь происходит. Мне тоже эта наркомания уже, мягко говоря, надоела. Вот и генерал. Или нет? Опять перегруз. Теперь даже с этими таблетками все равно перегруз. Ну, придется выкидывать какую-то из этих пушек, походу. Не донесу, значит, до базы. 13 тысяч, 12 тысяч, 21 тысяча, 19 тысяч. Ну, давай вот это минус. Так, что? О, то. Опять галюны начались. Так, что еще? Даже не знаю, зачем нужна эта плоечка. Диски сейчас запускать не буду, так качать всякие GTA. Такое себе. И да, еще эта история с дисками, это вообще отдельная тема. Но мечта как бы остается мечтой, несмотря ни на какие происшествия, ни на какие такие новости.
Куплинов и все остальные будут первыми проходить все эти игры, я более чем уверен. Насчет Куплинова не знаю, захочет ли он GTA, например, проходить. Но насчет всяких популярных блогеров 100% они там и за несколько дней раньше смогут получить доступ, как всегда, поэтому по-любому, но ничто не мешает тебе не смотреть их и сохранять какую-то интригу, не смотреть спойлеры, там, не смотреть геймплей и тянуть, пока сам когда-нибудь не доберешься до игры, если доберешься. Я вот такими темпами многие игры до сих пор стараюсь не смотреть, чтобы самому как-то до них добраться. Самому пройти и все увидеть впервые. Типа. Это как пистолет Дегтярев. Дегтярева, не помню, как называется. Я тем более не помню. Загуглил. Там генерал Ткаченко. Он? Зои Припяти. Ну, вроде да. Зов Припяти произошел до второй части. Зов Припяти Ткаченко труп. Ну так мы тут, может, не именно его встречаем, а его вот какой-то галюн, какое-то прошлое, какое-то там в аномалии что-то там записанное из прошлого. Ну это тут с этими наркоманиями можно объяснить как угодно. А, у меня задание прям убить Химеру. Я думал прям убежать от нее куда-то надо. С Химерой мы уже на прошлом стриме сталкивались. Но эта Химера, походу, покруче. О, у меня оружие заклинивать начинает. Значит, надо будет чинить поскорее. Все, до свидос. Некий чувачок уже играет себе и не жалуется в GTA-шечку-то. Ой, да, я видел, что там уже все это началось, все эти сливы всякие прочие, но я стараюсь ничего не смотреть. Мне оно не надо. Так, что я тут нашел? Кусок мозга, это было. Сердце изможденной Химеры, это прям артефакт. Ого. Куча радиации, но куча защиты всякой. Сопротивление кровотечению, физическая защита и прочее. Прикольно. Угу, все равно радиация. А если минус вот это? Ну плюс вот это. Нормально. Еще у меня есть батарейка, шоколадка. Слизняк. Слюда. Ну тогда вот так вот будем ходить. Ничего не пропустил. Так, куда дальше? Понятно. Ага. Спізнився, сталкере. У Норд. тебе менше, ніж хвилина, перш ніж аномалія закриється. Але якщо виживеш, не йди за мною. Поки що моя помста не твоя проблема.
псевдохимера. Да, это что-то новенькое. Это как псевдособака с кучей клонов. Но химера с кучей клонов это уже поопаснее, мягко говоря. Ура, свежий воздух, мы выбрались. Не прошло и 100 лет. О, привет. Покликав? Нарешті. Мені доповіли, що Норда бачили десь тут неподалік. Приходжу, а замість нього ти ще й ці красені. Я вже вирішив, що ти героїчно їх поклав і сам відкинувся. Норд тут? У нього технологія, яку охороняв Таченко. Якщо і був, то давно звалив. Чекай, Таченко живий? Не зовсім. Я зустрів спогад про нього. Пузир виявився дуже дивним місцем, але я знайшов ще один КПК генерала, і цей точно справжній. Досліди, як буде час. Плюс. Але спочатку треба зупинити найманців. Хай що створило цей пузир, і хай що там сталося, ця технологія не має бути в руках Норда. Ти був знайомий з Таченком? Що про нього думаєш? Я особисто його не знав. Багато хто вважає Таченко фанатиком, а я бачу людину, яка всю свою внутрішню лють спрямувала в одну точку – в долг. Він довів, що головне не те, хто ти є, а те, чому ти служиш. Але якою ціною? Всі загинули. Отже, іншого виходу не було, і такою була ціна. У долгу її платять мовчки. Технологія, здається, якось пов'язана з аномалією. Як тільки Норд забрав прилад, усе розпалось. Тобто Норд отримав технологію, що створює аномалії? Не подобається мені, як це звучить. Найманцям таке в руки точно віддавати не можна. Як думаєш, де зараз Норд? У себе на базі, де ж ще? Залишилося тільки зрозуміти, де це. І що будемо робити далі? Потрібно з'ясувати, де їхня база. І якщо Лукаш працював з ними, Мавка зможе знайти інформацію. Скіфе, допоможи їй. А я почну збирати людей для атаки. Все більше людей вірять, що війна має закінчитися. І в нас є шанс це зробити. І ось, візьми це. Зараз треба бути готовим до всього. Бинты, аптечки, 20 тысяч купонов. Уф. Наконец-то. Уже эти пещеры, эти галюны так надоели. Куди не піди, щоразу повертаєшся на одне й те саме місце. Туман цей клятий. Звикнути неможливо. Чепурний зник, і з кінцями дивно. Може, знайшов вихід? 6-й день, вода вийшла вся. А полковник із глузду з'їхав, 2 розстріляв. І собі кулю в лоб. Я тепер сам. Сам усередині цієї довбаної аномалії. І додумався ж я влаштувати обрив зв'язку зі штабом. Могли б забрати, а? Пенсія, дача, риболовля. І не було б ніякого долгу. І справді, цікаво, як би все повернулося. Капітан Таченко вже мертвий давно. Генерал Долго Таченко зараз піде. Скоро. До верхньої бляха тундри. В місця багаті дичиною. Така от справедливість. Ну, конец этого мы слышали, когда к нему пришли как раз. Так. А тут что интересно? Норд, имперцы тут есть? Высокие эльфы. Ну, смотря кого так называть. Неужели реальный мир? Аллилуйя. Наконец-то изменили надписи на артефактах, сделали полосочки вместо текста. Ага.
Патроны. Серьезно? Эй! Да, сейчас самое время присесть на этой горе. Вид, конечно, замечательный, но... Давай обратно. Я же помню, это точно такой же монолог был в Зове Припяти. Вот прям слово в слово, только на русском. О как. Ой, камнем вниз. Не хочу. Слухаю. Зона має бути знищена. Я вірю, що одного дня це зрозуміє кожен сталкер. І що будемо робити далі? Потрібно з'ясувати, де їхня база. І якщо Лукаш працював з ними, а я почну з... Угу. Это все было. Эй, выпустите. Все, наконец-то. Теперь точно выбрались. Дальше. Дальше нам опять сюда. Дамба. Но что-то у меня есть ощущение, что лучше это оставить на следующий, может быть, финальный уже стрим даже. То мы сегодня много чего сделали и так. Надо до Террикона дойти. Там проводник, там схрон, торговцы. Прочее. А то у меня перегруз, во-первых. Во-вторых, починиться надо. Перераспределить инвентарь и прочее. С этой трубы можно спрыгнуть все-таки было. Там аномалия, смягчающая падение. Да, вот не заметил я. Тогда можно было спрыгнуть действительно. Было бы красиво даже. Головой вниз. Ха-ха. Так, сейчас хочу кое-что проверить, на каком я этапе. По игре. Можно ли оставлять на следующий стрим, или еще можно чуть-чуть походить. То я приблизительно рассчитывал как раз, что мы где-то на 3 стрима пройдем. Это DLC, но надо уточнить. Я переслушал Зова Припяти сейчас, но мне все же Зова Припяти запись трагичнее кажется намного, чем сейчас он произнес. Может, это из-за языка тоже влияет как-то. На чужом языке оно и как-то в целом менее атмосферно, что ли, казаться может. Ну, типа того. А, нет, вроде можно еще чуть-чуть побегать. По идее. А то еще немало все-таки, смотрю, осталось. На следующем стриме, может быть, даже не успеем пройти.
Поэтому сегодня еще чуть-чуть побегаем, скорее всего. И то прям чуть-чуть. Чтобы следующий стрим слишком длинный не делать. Вперед. Кстати, в реальности рыжий лес довольно быстро закопали после того, как он стал рыжим. Ну, оно и понятно. Радиация, все дела. Но в игре он довольно красивый. Хотя, когда я оригинал проходил, он тогда был для меня какой-то даже не рыжий, а какой-то кровавый прям. Не знаю, может его уже подправили сейчас. Или он до сих пор такой яркий, цветастый. Слишком даже как-то. Блин. Они. Хотел уже паниковать, что сейчас этот выход из этого забора фиг найдем. Ну, повезло. Вряд ли язык, просто интонация там более такая. Ну, это значит тогда зависит от людей, которые озвучивали. Более эмоциональные, там менее эмоциональные. Более актерские такие, менее. Бандосики. Не трогайте меня, я мимо бегу вообще. Блин, еще 500 метров бежать. Ничего, энергетики бахаем. Глоток делает и выбрасывает, не жалко им. Ну, учитывая, что у нас там в инвентаре десятки этих банок. Не жалко. Тушенку он тоже ест. Кусочек-два там возьмет ножичком и все. Кстати, насчет тушенки. Какой детектор берите? Кстати, Сварог остался при нас. Хорошая награда, приятная. Я вот вчера пока спал, на себя полбанки вылил. Было очень грустно, он 150 рублей стоил. Да, в жизни это куда неприятнее. Сразу становишься куда экономнее. Так, почти пришли. Еще и ножом, который убивает. Не забываем, да-да-да. Сначала освежеваем твари, а потом едим с этого ножа. Замечательно. То у меня что-то не то, или это из-за травы битрейт упал? Возможно. А может это эффекты, вот то, что мы типа устали, бежим все это время, и на экране эффекты всякие появляются. Пушку прибрав. Спокойно. Пришли. Привет.
Захуп. Не бздим, народ. Где мой тайник? Мне все это время 480 рублей стояло. Понял, да, 720 рублей. Ты про качество? Я думаю, каких рублей? Так, это продать. Ой, продать, это... Это же тайник какой продать. И выбросил случайно, ё-моё. Между прочим, кусок мозга контролера, да, дорогая вещь. Вам не хухры-мухры. Продать, это тоже продать. Фризы — это микроинсульты. Походу. Положить. Куда мне столько гранат? Геркулес надо будет закупить, если где-то найдем. Тоже пусть будет. Это тоже. И все. Починиться в первую очередь тоже надо. Тут есть техник? Есть. Помню еще тебя. Здається, ти реконст... Обер... Чинить. 43 тысячи. Это да, вот это ремонт. Так, все. Идем дальше. Хотя можно закупиться еще патронами и геркулесом, если есть. Так, у тебя ничего нет. А у тебя? Геркулес там, например. Ничего нет. Ясно. Тогда проводник. Куда там ближайшее место? На поляну, что ли? Или опять на химзавод? Да, это химзавод, кстати, был. Ты там спрашивал раньше. Тогда на химзавод давайте. Мне, кстати, только связки на колени заживать начали. Все еще на костылях гоняю. Лучше бы перелом быстрее заживает. Что то фигня, если честно, но все равно скорейшего выздоровления тебе. Как можно скорейшего. Опять болото. Везде болото.
Нет, тупо рефлекс. Этот пропал, когда под коленом бьют и нога дергается. Такие рефлекс. Ладно, пойду я. Удачного вам. Это ты молодец, что подметил насчет стрима, чтобы опять у нас проблем не было. Это молодец. И тебе удачи тогда. Спасибо, что был. Дождик легкий идет. Все как я люблю. Суслов на зв'язку. Я засік кілька дивних стрибків псі-активності. Швидше за все, це найманці почали експерименти з технологією. Дізнаєшся, де це сталося? Намагаюся відслідкувати. Мені може знадобиться більше часу. А я наразі займуся пошуком найманців. Дзен, допоможи Золусу. А нам з хлопцями треба завершити справу. Скіфе, зустрінемось на дамбі. Я уже почти тут. Анимации тут, конечно, такие. В Таркове пузо себе зашивать надо, около 30 секунд анимации. Ну, там более реалистично. Там же типа выживач, кооп, больше заморочек. Тут просто сюжетная игра. Хотя с кучей модов, думаю, всякое придумать могут. Привет, Смокодав. У нас опять кто-то уходит, кто-то приходит. Скіфе, якщо це ти, то постарайся не підіймати кіпіш. Краще зайди тими ж трубами, що й ми. Координати в КПК. Трубами. Это вот сюда. Эти заморочки работали бы, если бы тебе в первые 3 минуты рейда не прилетело в голову. Вот это геймплей. Поэтому вот я и даже не пробовал играть. У меня когда-то были мысли попробовать к Таркову приобщиться тоже, но все вот эти вот истории про несколько секунд геймплея не успел зайти, особенно новичку. Новичку это особенно будет знакомо. Зашел пару секунд и все, и помер, и заново. Вот это весь геймплей. Поэтому я даже не пробовал до сих пор. Так, трубами, так трубами. На российских серверах невозможно играть из-за... Да? Какие там вообще сервера есть? В целом. Сталкер майже на точці. Прямо як ніндзя. Зараз сінерщем сопу зв'язок відрубає. Ой. Усім Стелс. Стелс. Типа стелс.
Тупик. Ясно. Думаю, может тоже снова скачать сталкера. Вдруг с 2.0 меньше оперативки жрет. Можно попробовать. 2.0 это нормальный такой патч. Это не какой-то проходной, это уже прям такой большой патч. Патч на 100 гигов, как говорят про него. Это там буквально полгига разрулить, и на 20 кадров больше было бы. Ого. Куда мне вообще? Отсюда я пришел. Сюда, что ли? А. Не, я тут тоже был. Ух уж эти трубы. Я сейчас на ПВЕ Тарков перешел. В него хоть играть можно. Ага. Но интереса все-таки чуть-чуть меньше, согласись. Конечно, хотя бы играть можно, как ты сказал, но все-таки азарт какой-то пропадает. Но зато геймплей. Ну зато азарт, но зато геймплей. О, тут открылось наконец-то. Можлива загроза! Тихо. На российских серверах одни читеры. Тогда все ясно. Очень много серверов на все, они на всю планету бьют разрабы. Она очень популярна за рубежом. Это я слышал, да, чуть-чуть. Ну и на Твиче видно, как ее много кто стримит. Особенно из зарубежных стримеров. Только надо будет в ночь ставить, качаться. Завтра буду играть 70 мегабит. Да уж. На ночь это хорошее решение. А то 200 гигов сейчас качаться будут 100 лет. Как ни крути. Лежать. Я сказал лежать. Все равно кто-то спалил меня. Ну, починається. Як тільки потрібно укриття, прикрий! Тихо. Ну блин. Ну ё-моё, ну все шло по плану. Чё сразу я? Все было окей. Интересно наоборот больше из-за сюжета. А, да. Там есть сюжет. Ого. Вот, ты правильно сказал про азарт. Его очень не хватает. Ага, это понятно. Это-то понятно. 200 уже? Ну, может, тогда и не надо. Да, уже 200. У меня сколько? 201 гиг теперь с DLC, с патчем 2.0. Уже 200 гигов. Блин, отсюда аж. Сталкер майже на
Ну ты что, издеваешься? Прямо як ніндзя. Зараз Сінер з Чемсопу зв'язок відрубає. І буде кул. Нагадування про плановий техогляд засобів зв'язку. Хто ще не А орут на всю базу и никто не слышит. Вот и не надо. Никто никого не слышал. Никто ничего не слышит. результати розгляду заявок відповідальних командирів буде оповіщено окремо. Вот это поза. Перевірка фільтрів вентиляції та радіаційного захисту в місцях розташування особового складу. Начальство не докопається. Сохраниться. Усім бути на поготові. Тихо там. Не пали контору. Вище командування посилило покарання за несанкціоновані вилазки. Оновлені норми буде доведено і робота. Шукаю ціль. Тихо. Спалился или нет? Спалился, походу. Ну, починається. Или нет? Як тільки гроші приходять, так одразу зв'язок лягає. Виявлено артефакт. Вжито заходів безпеки. Загрози життю немає. Увага! Особовий склад. Нагадування про плановий техогляд засобів зв'язку. Хто ще не пройшов, здати пристрої лейтенанту Кампанії. Ключ. Приймання заявок щодо надання часу для особистих дзвінків завершено. Про результати розгляду заявок відповідальних командирів буде оповіщено окремо. Меня там ищут уже, что ли? Стелс обязателен? Ну, наверное, нет, но если провалю, то мне там сразу начинают на мозги давить, что эх ты бы еще тут салюты устроил, бла-бла-бла. Ты такой не молодец, и дела. О, нычка. Такая себе нычка. Кстати, там 2 КПК были, 2 голосовые записи. Слухай, Тут стелс мне не нравится абсолютно. Ну, не обязательно. мені хоча б одну. Мені тільки запитатись, що там з мамою. Раптом їй краще стало. Розкажи ще раз жарт про майора. Добре, добре. Значить, у бою поранило майора. Притягли його до медпункту, лежить там при смерті, навіть наказ віддати не може. Рядові між собою такі, коли помре, то давайте, не цокаючись за нього, хильнемо. Майор, як про горілку почув, одразу підірвався, пляшку забрав, вижер її, а бійців поставив у позачергові наряди за те, що надумали пити без прямого наказу. Слово «увага» для меня очень смешно звучит. Ну, так, в любом языке, наверное, можно всякое смешное для себя услышать.
Чисто по звуку. Он еще это повторяет 100 тысяч раз. Приймання заявок щодо надання часу для особистих дзвінків завершено. Про результати розгляду заявок відповідальних командирів буде оповіщено. Ти що думаєш, тобі хтось налє? Чи сильно сумніваюся? А хто це тут розвівся? Тут би форму зняв. Пітніє би від них. Та відвалити від нього. Мавка сказала, що він Лукасу допомагав. А, это свои? Завтра почнеться планова перевірка фільтрів вентиляції І тобі бонжур. Бонжур. місцях розташування. Помітив у мавки новий браслет? Я запитав у неї, хто таку красу робить, але вона не відповіла. Хотів Березі за броню подарувати. Чувак! Уважно слухаю. Я ще не бачив мавку такою зосередженою. Працює як годинник. Чітко, точно. Вона каже, що це її Лукаш так навчив. Але як на мене, вона сама кого хочеш навчить уже. Най усе буде кул. Вище командування посилило покарання за несанкціоновані вилазки. Оновлені норми буде доведено діловодам. Зашифрувала канал. Сигнал є. Підключаюся. Якщо все правильно, то велика і не дізнається, хто насправді під'єднується. Підходь. Це або аномалія, або це Чехов? Засновник волі. Радий, що хоч хтось ще впізнає мене. А от я впізнаю браслет Лукаша. Чи важко було на мене вийти? Бо він був майстром плутати сліди і по схронах усе ховати. Та не те, що. Не важче, ніж зазвичай. У схронах була не лише інформація щодо загадкового союзника з Великої, а ще й оце. Трофей. Що скажете? Цікаво. Схоже на частину технології, яку Лукаш шукав для мене. Отже, у нас усе не так погано, Мавко. Чё Ти мене молчим? знаєш? Такая пауза какая-то была. Досить часто, щоб я запам'ятав. І достатньо тепло, щоб я зрозумів, чому він так і не наважився ризикнути тобою. Навіть заради нашої мети. Краще б Лукаш говорив зі мною, а не про мене. Ваша мета пов'язана з технологією, яку він розшукував? Це більше, ніж технологія. Ендіча скопіював уже відомі аномалії, та й то з перемінним успіхом. А ця здатна створювати унікальні і контролювати їх. Це не зброя, а дар зони. Завдяки цьому диву ми звільнимо велику землю. В каком это смысле? Что вы там собрались освобождать, а? О, типичные во львы, блин. Травокурщики. Ага. Те самые. Еще в начале DLC мы с ними встречались, и тоже там были такие веселые человечки, которые любят жизнь, скажем так. Еще там было два прикольных персонажа, и имена у них такие веселые. Зефир и Кефир. Или лучше Кефир и Зефир. Такие два братанчика. Не знаю, они родные братья или просто такие, как будто близнецы какие-то по общению. Прям на одной волне. Жалко, что их убили. Такие веселые были чувачки. Они же тут на украинский манер волей называются, а не свобода. Да. В озвучке воля.
Хорошо, что хоть долг оставили так. А то там был вариант тоже их как-то по-другому назвать, не помню уже как. Но фанатам, даже украинским, это тоже не понравилось. Это прям вообще вайп и атмосферу оригинала как-то бы выбило абсолютно другие названия. Они вроде одни и те же названия, просто на другом языке, но все равно что-то уже по-другому. Поэтому вот воля осталась. Точнее, долг остался долгом, а свободу переименовали на волю. Под український манір. Ну, хоч так. Як створення аномалій допоможе звільнити хоч щось? Аномалії можуть бути різними. Наприклад, оаза. Тільки уяви, скільком людям можна допомогти. Зрозуміло, чому ти подобалася Лукашу. Зона – це не лише загроза. Зона – це можливості. І оаза – лише одна з них. Технологія покладе край монополії на ресурси від корпорацій та жменьки еліт. Охорона здоров'я, енергетика, логістика – зміниться все. Ми створимо фундамент нового порядку, справедливіший для кожного. Ми можемо змінити світ. Зробити його насправді краще. А не як завжди. Саме для цього й народжена воля. Долг он и в Африке долг. Угу. Точно. Как можно было переименовать долг на украинский манер? Я уже не помню, как они там хотели это сделать. На прямой перевод это вроде борг переводится. В смысле, как будто денежный долг. Также и на украинский манер. Но, по-моему, они как-то там все равно по-другому его переименовали. Не на прямой перевод, типа, а как-то по-другому там перефразировали, и все равно это многим не понравилось. Уже не помню, что это было за слово. Помню, что фанатам не понравилось. И оставили оригинальный долг. Но свободу вот переименовали все равно. Так, секундочку. Привет, кстати, Этон Лайф. Давно не виделись. Ми шукаємо того, кому настільки сильно потрібна ця технологія. Те, над чим працював Лукаш, зруйновано. І всі його напрацювання у людини, яка його вбила. У Норда. Норд працював на нас із Лукашем. Зараз він хоче використати технологію як зброю. Це ставить під загрозу і зону, і велику землю, і наш план. Що ще вам відомо? Ми знаємо, що він шукає інформацію про просторовий пузир. Пузир? Той самий? Потрапити туди непросто. А куди важче повернутися? Вже хто, а я це знаю. Після цеху наступною зупинкою Лукаша і Норда мала б бути Х-16. Виходить, у пузирі йому потрібна частина технології, якої йому зараз бракує. Ви маєте знайти її першими. Ти знаєш, навіщо Норд усе це влаштував? Помста. Норд і його люди працювали на тих же людей, що й Варта. І коли Варта прийшла в зону, вони вирішили підчистити кінці. Норд втратив багато людей. Втратив брудно. Наша робота вперше дала йому шанс не лише вижити, а й поквитатися з колишнім наймачем. Я не знаю, що він затіяв, але в його руках технологія не принесе нічого, крім руйнувань. А в наших звільнити велику. Врятувати світ. Свободу не жалко. Они все равно все отребья укуренные. А вот это мог быть какой-то интересный диалог или дискуссия, если бы, например, в чате кто-то был, кто в оригинале, в старых частях как раз топил за эту группировку. Там же всегда были когда-то свои разногласия. Там кто за долг, кто за свободу, бла-бла-бла. Вот если бы такой товарищ был бы, тут бы кто-то что-то начал кому-то доказывать, наверное. Навіщо ви взагалі зв'язалися з Нордом? Бо він найкращий. Я не міг подумати, що жага помсти затьмарить такий розважливий розум.
І що він зрадить нас, аби звести старі рахунки з вартою. Ти ж засновник волі. Чехов. Ти міг би залучити наших людей. У кращому разі вони свої люди, а в гіршому – люди Миклухи. Наші з ним шляхи давно розійшлися. Воля для великої землі його більше не цікавить. А що ви з Миклухою не поділили? Ми працювали разом. Він, я і Лукаш. Миклуха був тим, хто знайшов технологію, коли ходив за випалювач. Не знаю, що він там побачив. Але після повернення він перестав вірити в нашу з Лукашем волю. А коли я вирушив на Велику, щоби підготувати наше повстання, Миклуха взяв справи у свої руки. Він перетворив волю на найсильніше угруповання зони, в якому не залишилося тих, хто вірить у її ідеї, лише в купони. У мене не було часу та й бажання щось із цим робити. Моя війна значно більша за це. До того ж, ідеї не вмирають. Воля згадає, яка вона справжня. І оскільки ви тут, можливо, це станеться раніше, ніж я очікував. Как пел Михаил Шуфутинский, все не то, все не так, ты мой друг, ты мой враг. Да-да-да. Долг тоже дурачки. Все идеалисты не видят мир целиком, а только свои идеалы. Вот сидит Мавка, рот открыла и уши развесила. Вот мы мир спасем этой технологией, ведь так сказал мужик, который круто орет. Круто одет. Ага. Вот так ты, значит. И те тебе плохие, и те тебе такие себе. А за кого ты тогда? Или не за кого, или все такие себе. Що ж, що робити далі ми знаємо. Впораємось самі. Стривай. Я маю поговорити з Миклухою. Ти ж сам казав, якщо технологія потрапить до Норда, проблеми будуть у всіх. Миклуха послухає. Він не ризикуватиме людьми. Щось я сумніваюсь. І правильно. Я вже пробував. Коли Норд напав на Лукаша, я вийшов на зв'язок із Миклухою і сказав, що найманці вб'ють усіх, кого вважатимуть загрозою чи свідками. Просив його попередити людей і допомогти мені зупинити Норда. І? Він відмовився. Він не хотів ризикувати тим, що хтось дізнається про Лукаша та його роботу. Це могло викликати неприємні наслідки, навести людей на думки. Я не вірю. Він же один з нас. Думаю, тому він так швидко звинуватив у всьому Долг. Утім, у мене є для нього подаруночок. Скіф! Дах! Що началось? Антенну! Я маю знати, про що він. Что началось? Где? Куда? Где выход на крышу? Можлива загроза! Что тут забыли, блин? Товарищи. Зонівський прийом. Що у вас відбувається? Нас підняли по тривозі. Вже в коробках їдемо. А я, блядь, знаю. Та якщо вас аж з великою прислали, то вже повна срака. Тримаю в курсі. Ми близько. Нормально все. У нас гости. Наемники, они самые честные.
Забавно, что у нас сейчас как раз в DLC наемники главные враги. Просто так розігнали. Мусок відслідкував, звідки йде сигнал. Розділяємося та звалюємо. Ми з хлопцями тебе підстрахуємо за можливості ззовні. Мавка аут. Если FOA Games все-таки хотя бы не добавит русуб, субтитры, то, как по мне, они решатся, ну, плюс-минус 15-25% прибыли. Да добавят, я думаю, куда они денутся. Рано или поздно все добавят. Магазин пустий! Так, как бы мне отсюда свалить? Аккуратно. О. Где-то тут вот была лестница. Мене поранено! Потрібна допомога! Спробуй дістати! На выход, на выход. Ой, как вас тут много. Дофига прям. Скотин. Уже анимация хилки даже было. Значит, им хорошо заплатили. Была бы возможность меркам платить, ты бы быстро прошел. Может быть. Так, ну сейчас мы выберемся отсюда в безопасную зону какую-то и будем уже закругляться, думаю. Уже 5 часов постримили. Как раз еще чуть-чуть прошли с того момента и нормально на сегодня, думаю, будет. Блин, аж отсюда вы издеваетесь опять, что ли? Скіфе, нас не просто так розігнали. Мусок відслідкував, звідки йде сигнал. Розділяємося та звалюємо. Ми з хлопцями тебе підстрахуємо за можливості ззовні. Мавка аут. Я человек русский, но при этом знаю плюс-минус нормально украинский. Английский и белорусский. Ну вот. Таких людей проблем толком и не будет даже. Самое основное понимать без проблем буду, думаю. Хотя эти русификаторы все равно сделают по-любому, рано или поздно. Первый же день хотят, я думаю. И озвучку нейронную сделают, и все сделают. Наспамили, конечно, наспамили врагов.
около сотни где-то. Капец. О. Сейчас задом как-то в обход. В обход. Главное не застрять тут. В этих проходах долбанных. Не надо гранаты. Я вообще в ту игру, про которую вначале говорил, на китайском играю, не жалуюсь. Вот. Уже патроны кончаются. Где тут выход? Ой, кажется, выбрались. Все. Где тут ближайший проводник? На химзаводе, естественно. Покинуть территорию дамби. Да я уже. Як Лукашу вдавалося залишатися непоміченим? Шкода, я вже не дізнаюся. Ти цілий, Скіфе? Так, але дзвонити Чехову більше не буду. Не треба. Ми встигли договорити. Він проговорив усе, про що я думала. Що Лукаш казав увесь час. Воля повернула не туди. В обмін на допомогу з пошуком технології Чехов відправив запис його розмови з Міклухою. Видно, нам ще доведеться поговорити серйозно. Ти віриш Чехову? Те, що він сказав про велику і звільнення, про можливість створювати оази. Його слова зачепили. Але я хочу сама все побачити і чекнути. Відправляйся до решти. Тебе зустрінуть і забрифують. Точку скинула. 25 тысяч купонов. Все, добегаем до проводника и закругляемся. Игра все равно сделана по книге, а книгу я эту уже 5 раз читал, так что наизусть. Жалко, что на китайском. Была бы такая, наверное, радость для тебя. Поиграть такое, раз уж 5 раз аж читал.
Закидываемся энергетиками. А главное сейчас аккуратно, а то меня опять тут ваншотнут эти снайперы. Возле химзавода я их знаю. Так, это еще не тут, это дальше. Но ее в 27 году должны в России выпустить. Это китайская книга, в Китае как раз не очень популярна. Тогда ждем. Пси-собаки. Или псевдособаки. Это без меня. Пришли. Сталкер, тобі не друг. Открой. Открой. Все. Спасибо. Ну. Так, так, так. Угу, остальное я в тайник положу потом. Усё. Так, никуда. По сюжетке теперь. Ага, вот сюда. Рядом с баром. А на бар меня вообще можно отвезти? Росток. Там еще и сюжетка основная типа, но это мы игнорируем. На Росток можно. Давай. Давай быстрей. Их вообще пофиксили. Я помню, у меня на этом месте зажало штук 20 ее клонов. Кого? А, собак? Наверное, да, я таких ситуаций больше не встречал. За эти стримы. О, чоловіче, знову на арену? О, знакомое место опять. Бар, арена. Так, нам потом идти туда. Это, как я сказал, уже оставляем на следующий раз. Тут такие торговцы, механики. Надо будет со всеми тоже поболтать, что-то продать, что-то улучшить. На следующий раз оставляем эти дела. Сохраняемся и закругляемся. 5 часов постримили. Более чем. Более чем хватит, более чем нормально. Может быть, на следующем стриме уже финал будет. Не знаю, возможно. А может, нет. Ого, еще не закончили. Ну, Игорь, как всегда, великолепные тайминги выбирает. Снова привет, Игорь, и снова пока, Игорь. Как раз заканчиваем. Уже 5 часов наиграли. Спасибо всем, кто был, кто смотрел, кто, может, на фоне слушал или смотрел стрима, в чате ничего не писал. Всем, кто активничал, всем, кто ставил лайки или дизлайки на ютубе, и всем, кто в записи, может, будет смотреть этот стрим. Всем спасибо, до встречи на следующих стримах по Сталкеру или по другим играм на канале. Надеюсь, скоро. Всем удачи, всем всего хорошего, всем пока.